существует. Если у вас есть какая-нибудь проблема, можно навязать ниток на большую веревку и сидеть каждый день и говорить, там, подписать договор, развязывать узел, снова подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали. Дальше, как забеременеть? Берете веревку и говорите, скоро я забеременею, первый узел завязали, скоро я забеременею, второй, скоро я забеременею, третий. И так, чем больше узлов, тем лучше. Главное, чтобы узел на узел не завязывался. После этого кладете, если вы женщина, себе в ноги, если вы мужчина, в голову. Все, после этого обязательно быстро забеременеть. Итак, Андрей Андреевич, можно ли как-то помочь сердцу? Можно. Каким образом можно помочь сердцу? Если у вас болят артрит, болят суставы, двигаются камни в почках, то можно взять и одеть на мизинчик левой ноги металлическое колечко. Вы представляете, на мизинчик левой руки, вот камень начал идти где-нибудь в вашем теле. Если на левую руку одеть металлическое колечко, то тогда это металлическое колечко сразу же остановит камень, он станет на место. И в дальнейшем, если его носить, оно не должно плотно облегать. Просто вот от ключей можно 2 проволочки вот таких одеть на мизинчик. После этого почки восстанавливают свою деятельность, пропадают воспаления суставов, а также исчезают заболевания. Исчезает заболевание двигающиеся камни при мочекаменной болезни. Очень быстро причем. Ой, как болит. Одели, через 30 секунд уже не болит. И после этого вот носите. И если носить длительное время, хотя бы 1-2 месяца, то потом можно навсегда забыть о том, что у вас когда-либо камни были вообще в почках. Скажите, интересно то, что я говорю? Растворяться. У меня была такая история. У меня была знакомая говорит, у меня было очень много поклонников. Ну, в месяц было где-то 100 поклонников. Больше даже. Было такое, что в день по 3 поклонника новых. Говорит, где не иду, мужчины аж выпадают из машины. То есть после этого и девушка, дайте номер, и девушка, давайте я вам помогу. И были еще и покровители. Там у нее от первого брака дочь была, и покровители в школу возят, и квартиру ей оплачивают, и телефоны покупают, и там на руках носят, каждый день в ресторан зовут, и говорит, я жила так, как будто этот мир меня в лоб поцеловал. Говорит, такое большое количество поклонников, ну, это невозможно. А потом, говорит, переехала в новую квартиру, и когда в новую квартиру переехала, она живет в Черногории, когда в новую квартиру переехала, то через неделю все поклонники исчезли. Вот их было там 100 человек, и все исчезли. На улице появилось такое ощущение, как будто на меня перестали обращать внимание. Говорит, ну что же это такое? Может, какая-то порча там или какое-нибудь эзотерическое влияние? Андрей Андреевич, что вообще такое произошло? Я говорю ей, ну я буду в Черногории и хотел бы посмотреть на вашу квартиру. Она моя родственница. После этого приехал в Черногорию и посмотрел в ее квартире на ее квартиру. И оказалось, что в ее квартире, по всей квартире расставлено огромное количество маленьких зеркал. И она где ни ходит, всюду смотрит в зеркало. Вы представляете, туда посмотрела, туда. Спальня, в спальне большое зеркало. Она просыпается, смотрит в одно зеркало. У вас в спальне стоит зеркало, знайте, если вы не замужем, замуж не выйдете. Дальше, у вас стоит много зеркал, и вы в них все время смотрите. Так вот, сколько вы раз посмотрите в зеркало, столько вас люди не увидят. Представляете? Поэтому те женщины, которые очень часто любят смотреть в зеркало, то у них появляется отсутствие кавалеров. Вы представляете, они перестают на них смотреть. Поэтому старайтесь, если вы женщина, старайтесь, можно смотреть долго, но не часто. Потому что часто это значит потерять возможность, чтобы вас видели. Если вы будете каждый день часто смотреться в зеркало, то это может привести к тому, что вас на улице будет наезжать на вас автомобиль, или будет там что-то такое происходить, где люди просто не будут вас замечать. В метро будут толкаться, там, на вокзале не будут видеть, будут становиться перед вами. То есть это все проблема. Зеркала воруют у человека личность. Тем самым, когда человек смотрит в зеркала, в дальнейшем он становится невидимым для окружающих людей. А если женщина смотрит и говорит, ой, такая красивая, какие губы, как мне все нравится, конец. Все, теперь вас будут не видеть по принципу, где вы нравитесь.
То есть так бы сказали: о, какие губы, все, ваши губы не видят, потому что вы сделали в зеркало, какие губы, все, их никто не видит. Можете, как можно это сделать, чтобы отец и там приемный сын или приемная дочка начали хорошо относиться? Вот что можно сделать. Вот что можно сделать. Можно нагревать молоко и брать молоко и кофе, допустим, или молоко и чай. И говорите: молоко — это мой ребенок, как нагревается молоко, так он обожает своего отца приемного. Как нагревается чай, чай — это мой муж, как нагревается чай, так он начинает любить, и после этого в одну чашку сливаете. Даете это выпить и мужчине, и этому ребенку. Когда выпьют, на неделю начнут хорошо друг к другу относиться. Это называется прием, когда вы сварили зелье волшебное и напоили одного и другого. Клиентов для тех людей, которым принадлежит помещение, допустим. Хочу вам сказать, вы риэлтор, приходите в помещение, которое вам нужно продать, и после этого начинаете весело танцевать, ходя по кругу. Вот так, ха-ха-ха, и начинаете по кругу танцевать. Вот чем быстрее вы будете танцевать, тем больше клиентов будет приходить в ваше это помещение. Вы представляете, это называется раскрутить свой бизнес. Допустим, видели, как танцуют сиртаки? Допустим, мне для того, чтобы сегодня раскрутить свой бизнес, чтобы он начал приносить плоды, достаточно взять Соню за руки, Сашу пригласить, там, Женю, работников офиса, и после этого начать с ними танцевать сиртаку, держась за плечи, очень быстро ходя по кругу против часовой стрелки. Но этот танец посвятить дальнейшему процветанию офиса. 100% в дальнейшем этот офис начнет больше торговать. Когда вы открываете магазин, покружитесь в этом магазине долгое время, тогда привлечете в этот магазин много клиентов. А вы что делаете? Ответ: ничего. Итак, для того, чтобы выиграть в суд и сделать так, чтобы за вами осталось это все, необходимо делать на вдохе слово произносить бутая, а на выдохе тиюю. Делать это 108 раз утром и вечером. Данные системы больше всего боятся зеленого света или зеленого цвета. Поэтому, если человек хочет, вот у меня не получается зарабатывать деньги, носи зеленые носки. Я говорю это серьезно, носи зеленые носки. У меня не получается влюбиться, носи зеленую майку. У меня не получается, у меня позвоночник болит, одень зеленую нитку на поясницу. Руки болят, одень зеленую нитку на запястье, одень зеленые нитки на запястье, на шею, на поясницу и на ноги. Сверху одень зеленые носки, зеленую футболку. Ходи в зеленом свете, а также делай так, чтобы облучаться в зеленом свете. Я вам говорю, это решение очень быстро приводит человека к тому, что он в жизни решает все свои вопросы. То есть становится богаче, появляется материальное благополучие и так далее. Что увеличивает мужскую силу мужчины, а также силу ума и так далее. Мужчине нужно носить золото, причем чем больше, тем лучше. Не напрасно, когда мужчина одевает на себя золото, он почему-то очень притягивает взгляды женщин. А также женщины начинают обращать на такого мужчину внимание. Почему? Это не связано со стоимостью золота, это связано с качеством энергии, потому что энергия золота — это мужская энергия. Она очень притягивает в жизнь мужчины любовь, материальное благополучие и так далее. Андрей Андреевич, ищу работу, на собеседование приглашают, когда приглашают, а потом зло смотрят и все сводится к нулю. Каждый раз, когда идете на собеседование, рисуйте на своей груди скрещенную шестиконечную звезду. Тогда вас будут брать не только на собеседование, а еще и на работу. Существует еще мантра, а не заклинание. Существует мантра такая, она звучит так: Ом дуалет дуалет дзунь соха, да? Ом дуалет дуалет дзунди соха. Если ее читать и представлять то, что я рассказываю на первой ступени, то будет всегда много работы. Подскажите, пожалуйста, как эзотерически прогнать мелких желтых муравьев из дома? Необходимо взять муравья в левую руку. После этого нужно представить, будто этот муравей светится у вас в руке ярко-ярко сияющим желтеньким или беленьким светом. После этого нужно взять и вот так представить, будто вы тянете воздух и представляете, будто вот этот свет попадает вам в рот. После этого смешиваете этот цвет со слюной и глотаете. После этого отпускаете муравья. На протяжении нескольких дней он соберет всех муравьев и уведет. Так, для того, чтобы быстро привлечь клиентов в свой бизнес, представляйте, будто у вас на голове шар в полумесяце. И на вдохе и на выдохе произносите слог «хав».
Когда вокруг человека начинает накапливаться психическая энергия, она выходит из его энергетических центров, и психическая энергия, накапливаясь в энергетической плоскости, может создавать процессы смущения. И тогда вот эти вот слипшиеся энергетические потенциалы создают неправильные пожелания, которые приходят из внешнего мира. Существует специальная практика, она называется методом Бон или Бонпо. Используя данный метод, можно убрать из жизни человека энергетическую грязь, которая накопилась в его энергетическом коконе. Есть тибетское название практики Бонпо, она называется юндрунг. Юндрунг. Я считаю это очень удивительным методом, он тибетский. В чем смысл этого метода? Я его очень часто использую. Этим методом можно достать негатив из человека, убрать порчи с глаза и определенных качеств, и даже провести гневных духов. Представляете, очень-очень удобно работает. Для того, чтобы это все убрать, да, существует именно этот метод. Как же он работает? Вы представляете, черное пятно – это то, что вытягивает энергию. В курсе, да? Черное пятно – это то, что вытягивает энергию. Белый свет или яркий белый свет, а еще лучше яркий желтый свет, это тот, что нагревает. Смотрите, если лежит бумажка черная, то она нагревается сильнее, чем бумажка белая. Наверное, нагревается. Потому что белая скорее будет отражать и отдавать, а черная, скорее всего, будет притягивать и накапливать. Поняли? Если представить над собой черный, если представить над собой на расстоянии, ну вот, допустим, вы сидите и представляете, будто у вас на потолке, где вы находитесь, появилось черное пятно. Черное пятно. Это черное пятно, это вы открываете своим сознанием дырочку такую, которая будет выводить психическую энергию в то место, где она раньше жила. В мир астральный, в мир казуальный или еще в какой-либо мир. Как же выполняется она? Человек обводит себя пальцем, и так, делаем раз. Человек обвел себя пальцем, вы пишите. Раз, два, три. И после этого запечатал. Омахум хахрем, махум хрем, махум хрем, махум хри. Помните, как раньше я рассказывал? И представляет, будто сверху над ним, прямо сверху появляется небольшого размера, такое как тарелочка, черное пятнышко. Как тарелочка, черное пятнышко. Это мы сейчас записываем практику юндрунг. Что она дает? Она убирает у человека неприятности из жизни. Она убирает не голодных духов, а энергетику, ну вот, склеившихся намерений. Помните, я об этом рассказывал на первой ступени. По-другому она звучит так. Если человек представил над собой черное пятно и читает мантру, которая позволит убрать всю грязь из жизни человека, то данной мантры он уберет всю грязь. Поняли? Представлять над собой легко, но не обязательно. Можно это представлять перед собой, можно представлять сзади себя. Вообще тибетцы советовали это представлять вот где. Над головой, на расстоянии своего роста, немножечко назад от себя, назад. То есть я сейчас вам расскажу. Потолок, да, прямо надо мной черное пятно, и его нужно немножечко назад вот так отодвинуть, сдвинуть немножко назад, за себя. Представляете, будто начиная читать мантру, включается пылесос. Вот в этой черной трубе это пылесос. И в этот пылесос летит, как вот темный горячий дым, прямо от вашего тела. Как будто ваше тело горит, ну, не нужно представлять горит, а как будто жар от вашего тела и из вашего энергетического кокона летит туда, в эту черную дырочку. Мантра, очищающая человека от энергетических загрязнений, звучит так. Ом а бигхнента тритахум пхат. Вы ее знаете, наверное, да? Ом а. Пиши, Женя. Ом а. Биг. Большой. Хнента. Биг хнента. Та. Три та. Трита, хум, пхат. Ом а бигхнента, трита хум пхат. Трита хум пхат. Как при очистке помещения. Да.
Ом а бикхнента тритахум пхат. Итак, после того, когда вы так поделали, вот вы сидите и представляете, будто сверху есть черная дырочка. И представляете, будто от вас идет вот такой дымок вверх, читаете, ом абихнентатры тахум пхат, 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 ом абихнентатры тахум пхат. При этом можно представлять, будто есть еще и пар от тела, как будто от вашего тела отходит пар. И он втягивается вот туда, вот в эту дырочку. Что это за дырочка? Она называется дырочка кала-чакра, чакра. Кала-чакра, чакра времени. Скажите, сверху солнце греет? Греет. Поэтому, когда черную дырочку вы, когда произнесли ом абихнентатры тахум пхат последний раз, хлопнули в ладоши. Сколько хотите, 2 десятка. После этого хлопнули в ладоши. После этого нужно представить, будто появилось солнышко, все залило вокруг солнышка, и вы в нем греетесь. Существует определенные, когда представили солнышко, то представляете, будто солнышко греет, это я уже вам сказал. И в тот момент, когда солнышко прогрело, все вокруг, прочитайте несколько раз мантру Ом свабхава шутхо сарва дхарма свабхава шутхо хам. Запишем Ом свабхава, Ом свабхава, свабхава, шудхо, свабхава, шудхо, шудхо, да. Сарва, дхарма, свабхава, шудхо, хам. Почему нельзя помогать людям? Вот такая тема. Итак, сейчас мы ее обговорим, и после этого будем делать посвящение. Почему нельзя говорить, почему нельзя помогать людям? Вот смотрите, когда есть помощь, когда, вернее, есть конфликт, в этом конфликте участвует один человек, условно назовем его нападающим, и другой человек, условно его назовем страждущим. Я не знаю, как потерпевшим или защищающимся. Смотрите, один человек воин, который нападает, другой человек воин, который не может принять нападение и пытается каким-то образом защититься. Вот смотрите, один нападает, другой защищается. А теперь вопрос. У них есть своя игра, это военные действия. В этой игре присутствуют два человека. Один нападает, другой защищается. В тот момент, когда вы влазите на поле военных действий, то вас спрашивают в этот момент, участвуете вы в этой войне или нет. Ответ в этом звучит так. Если ты попал на поле военных действий и ты не воин, то это подразумевает, что ты воин. Потому что ты должен занять место либо нападающего, либо защищающего. Все. Таким образом, если к вам приходит кто-то и говорит, помоги мне, то вы фактически начинаете делать вот что. Вы начинаете участвовать в военном действии и занимаете сторону человека, который защищается. А это вас приведет к тому, что количество нападающих на вас увеличится в вашей жизни. Поняли? Чью вы сторону защищаете? Человека, который защищается. Таким образом, помогая защищающимся, вы можете получать большое количество в жизни нападений. Таким образом, из этого следует вывод. В этом треугольнике или в этом бинаре, который есть, в состоянии войны, где один нападает, где один защищается, если у вас мир, вам необходимо в этом участвовать или нет? Но это же неразумно получается. В случае, если есть война, один защищается, другой нападает, а у вас все хорошо, то тогда зачем вам нападать или защищаться? Тогда и не участвуйте в этом. Поймите, что когда у человека неприятности, этот человек живет сейчас в состоянии военных действий. Вам нужно участвовать в военных действиях. Если вам мало своих военных действий в жизни, тогда участвуйте. Вы поняли, да? Вот смотрите, как это обычно бывает. У вас жизнь ровная, после этого вы деньги отдали кому-то, теперь у вас деньги забрал этот человек и убегает. Вы должны быть либо защищающимся, либо нападающим.
И это ваша ровная жизнь, она превращается в театр военных действий. Моя концепция верна? Таким образом, не участвуйте в том, чтобы помогать кому-то. Я не помогаю людям бесплатно. Я считаю, что это нехорошо. И я считаю, что каждый человек заслуживает то, что с ним происходит. Таким образом, всегда приобретайте в своей жизни, помогая кому-то, энергию того человека, которому помогаете. Таким образом, если у человека неприятности, он защищается, и вы ему помогаете, вы участвуете в войне, как человек, на которого нападает. Таким образом, чего не хватает теперь? Нападения. Заняли кому-то деньги, после этого на вас будут нападать. Представляете? Если человек занял деньги, то после этого на него начинает нападать. Кто? Да не имеет значения, кто будет нападать. Близкие будут нападать. Будут нападать какие-то органы проверки, там будет нападать, и будут неприятности. Каждый раз, когда человек занимает деньги, у него начинаются определенные жизненные неприятности. И это так проверено уже вообще. От чего же у человека неприятности в жизни? Неприятности в жизни являются следствием внутренней злости. Таким образом, если вы уберете внутреннюю злость, то автоматически неприятности в жизни у вас исчезнут. Таким образом, самое важное и самое качественное – это контролировать осознанность внутренней злости и не раздражаться и не злиться. Таким образом, если вы научитесь не раздражаться и не злиться, это и будет элементарным методом внутреннего принятия. Дим, можешь включить? Андрей Андреевич, подскажите, что это у вас за символ за спиной? Данный символ за спиной, кто не проходил мой семинар, который называется «Семинар построения символов», вот с правой стороны, семинар построения символов, наверное, помнит, как я рассказывал о символах и как их нужно строить. А теперь тот, кто был на кто был на семинаре построения символов, скажите, что обозначает квадратик? Земля, правильно. А что обозначает земля? Деньги обозначает. А что обозначает круг вокруг земли? Обозначает символ пентакля. А еще один квадратик, что обозначает? Еще землю и деньги. Это непаханное поле. Символ за моими плечами обозначает деньги, поле и процветание. Понятно? Деньги, поле и процветание. Где можно такое купить? Сейчас начнется, да? Лариса Попова, хочу вас спросить. Вы были на этом семинаре, который называется «Построение символов». Скажите, вам понравился? Многие недооценивают вот этот семинар «Построение символов», а я считаю, что это один из самых лучших моих семинаров, которые я когда-либо записывал. Он очень интересный, затягивающий. После этого ты буквально за 2 часа становишься знатоком просто в любом символе, можешь найти понимание, как он работает. Там я о запятых, о двоечках, всяких перевернутых знаках, о пятиконечных звездах, там 8, 7, 9, обо всем рассказываю. Очень интересный семинар, просто супер. Если вы хотите знать, как убрать у себя живот, убрать нервные негативные состояния из груди или из головы, вы должны знать, как это устроено. Необходимо представить, будто в животе вы видите кастрюлю, в которой круглую кастрюльку, так, чтобы она вместилась в ваш живот, где вы видите обязательно золото или пшенную кашку. Если видите пшенную кашку, а еще лучше золото в этой кастрюле расплавленное, это сделает вас, снизит у вас вес, нормализует работу вашего кишечника, в дальнейшем приведет вас к тому, что вы помолодеете очень заметно. Если такой расплав в кастрюле представлять в груди, то у вас исчезнут заболевания старости, также у вас появится внутреннее желание жить, появится много денег. Если такой расплав представлять в своей голове, то улучшится зрение, ум, а также человек начнет становиться творческим, в голове появится спокойствие.
Что же выбирать? Сейчас в эзотерической среде, психологической среде, психиатрической среде, вообще в любой среде, которая есть, которая помогает человеку помочь себе, как бы занимаясь там восстановлением и так далее, психического состояния, здоровья общего, есть очень много направлений. И я могу сказать, что в этих многих направлениях обычно все связано с элементом веры. Я хочу сегодня вам показать, как можно, не разбираясь в себе, совершенно не разбираясь в своих внутренних состояниях, не понимая, что такое психика, совершенно никак не думая о том, как себе можно помочь, я хочу вам показать, как работает моя эзотерика. Я сегодня вам хочу дать 3 слова. Это 3 магических слова, которые, первое слово, в случае, если у человека есть злость, ему достаточно многократно произнести первое слово для того, чтобы злость исчезла. Второе слово, если человек... Первое слово, кстати, убирает и депрессию тоже. Второе слово, если произнести второе слово, то любая депрессия отступает. Сколько раз произнести? Если у вас депрессия очень долго или у вас злость очень долго, произнесите 108 раз. Сегодня вечером или завтра утром, и можете дальше не читать. Вы увидите, как все изменится по щелчку пальца. Особенно это эффективно работает в том случае, если вы испытываете состояние ненависти, злости, и в этот момент туда положите эту эзотерическую таблетку. И третье слово, которое я вам дам, это то, что убирает у человека фобии и страхи. Таким образом, я внесу свой вклад к тому, чтобы люди жили более счастливо, может быть, более ровно, а также это будет доказательством эзотерического влияния на человека, чтобы вы могли понять, каким образом это все работает. Это волшебные слога, сегодня я их вам дам. Итак, слог, который уберет у вас депрессию и злость, звучит так: припутав. Припутав. Достаточно произнести 108 раз припутав для того, чтобы избавиться на полгода, а то и на год от нервных состояний, злости и депрессии. Скажите, это легче, чем в себе ковыряться? Да. Это же легче, чем в себе ковыряться. Второе слово, которое избавит человека от тянущейся депрессии, внутренних атак, оно звучит так: тряв-сык. 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 И третий слог, который уберет у человека любые страхи, фобии, это слог звучит так: кыстеплово. 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 Практика везения в жизни может быть такой. В случае, если ребенок был не планирован и его не хотели, и в случае, если в тот момент, когда женщина вынашивала этого ребенка, она выслушивала от мужчины слова, что я тебя ненавижу, зачем ты вынашиваешь, это никому не нужное существо, бла-бла-бла-бла-бла-бла, то, возможно, на папу и жену его не подействует то, что они это говорят, но подействует на ребенка. Почему? Потому что ребенок в этот момент включает или отключает сенсорные ощущения. Смотрите, в случае, если папа его не любил, то когда он вырастает, у него отсутствует мужская энергия. В случае, если мама не любила, то тогда ребенок вырастает, у него отсутствует женская энергия. Представляете, да? Ну, не отсутствует, образно отсутствует. То есть, смотрите, а что это значит? Да, когда он был, да, в утробе, в преднательном, даже когда еще не было, даже когда, я сейчас скажу, это очень важно, даже когда еще не было, то есть они лежали, и между ними даже не было разговора. Было бы неплохо, если бы у нас был ребенок. Вот если бы у них в самом начале, было бы хорошо, если бы у нас родился ребенок, назвали бы его там Гришей. После этого там у нее в животе появился, она говорит: ой, я так хочу, чтобы ты родился. И папе говорит: и я так хочу, чтобы родился. И после этого он рождается, и все люди останавливаются в мире, да, и говорят: ура, родился новый, самый счастливый человек на земле. Зовут Светлана Сидоровна Евстафьева. И так далее. Я вам уже всю практику рассказал. Что это даст? Чертовски начинает вести.
прям везет везде всегда, и такое ощущение, как будто весь мир хочет специально для тебя. Вот если бросает сосульку, то только тебе на голову. Все зависит от того, здесь появляется то, что мы эмоционируем. То есть, если выполнить данную практику, то раньше на нас мир не обращал внимания. Хотели мы чего-то, нам дуля, не хотели ничего, нам дуля. И даже сосульки мимо падали. То в случае, если сейчас вы выполните это, то после этого будет так. Хотите вы чего-то, будет появляться. Плохое настроение, в лужу наступите, знаете. То есть, оно вот так вот работает. Везет везде. А кто виноват в том, что не везет? Виновато то, что сначала не планировали, потом не хотели, чтобы родился, потом не хотели, чтобы вынашивался, и потом не хотели, чтобы он вообще рядом находился. Таким образом, ребенок рос, и эти травмы сказались на него. Каким образом мы можем это изменить? При помощи выполнения данного метода. Запишем его. Сколько раз его выполнять? Даже один раз в месяц достаточно для того, чтобы изменилась жизнь. Но если вы умудритесь сделать его 12 раз в году, то есть если каждый день, там, неделю его сделаете, этого хватит на всю сознательную жизнь, то это очень существенно изменяет наше внутреннее мировоззрение. Один раз в день сделаете, там, неделю или 10 дней, то после этого никогда в жизни можно это не выполнять. Но оно очень хорошо работает. Представляем себя маленьким. Какого возраста? 3 годика, 2 годика. Чем меньше, тем лучше. После этого представляем, будто мы в мешке, который является животиком мамы или тети. Вы же не знали, когда вы были там, что это мама, правильно? Она для вас была тетя. Почему? Потому что тетя перестала быть тетей и стала мамой в тот момент, когда появилось понимание, что бывают тети и бывают мамы. До этого она была, ну вот кем-то, кем я не являюсь. Понимаете, кто это, непонятно. И в этот момент вы должны почувствовать тепло, которое идет сверху, поняли? То есть она вас обогревает, она вас охраняет, она вас ожидает. Третье. Представляем, будто молодой мужчина и молодая женщина, возможно, даже не ваши родители, встретились между собой. И говорит он ей: у нас скоро родится ребеночек, я так рад. И она ему говорит: ой, я так довольна, что ты рад, у нас будет такой хороший ребеночек. Он будет маленькой, красивой девочкой, ее будут звать и свое имя. Она будет маленькая, красивая девочка, ее будут звать и свое имя. Представили, будто большие руки поднимают вас вот так вверх. Большие руки поднимают вас вверх, как будто вы маленький ребенок, большие руки. Это мама родила вас. Как будто... А? Нет, ну просто берут, вы же не ощущали, что вы откуда-то доставались. Вы начинаете осознавать в тот момент, когда руки вас взяли. То есть в тот момент, когда ребенок выходит, он ничего не понимает. У него адреналин, он не может собраться и не видит, там смотреть не во что. А вот когда его достают, то он уже ощущает руки теплые, ощущает вокруг пространство. То есть вы должны представить, будто руки вот так вас поднимают. Поняли? Написали, что представляем, как нас поднимают руки. И после того, когда вы ощущаете, будто вас держат на руках, представляете, будто вот так вот планета Земля, корабли едут и так далее. И вот такой прямо хлопок какой-то, все остановились, испуганно повернулись друг к другу и говорят: что это произошло? И друг другу говорят: это родился самый счастливый человек на земле. Светлана Анатольевна и так далее. Понятно? То есть родился самый счастливый человек. Затем представляете, как будто, вот когда вас на ручки подняли, как представили, будто вас уже нет, а люди там работают на заводах, там таксисты едут, все остановилось вот так вот, все друг к другу повернулись и говорят: боже, что это такое произошло сейчас? И говорят: родился самый счастливый человек, такая-то фамилия.
И все от этого начали хлопать в ладоши, очень сильно радоваться, танцевать, петь песни, кричать, бросать вверх чепчики, я не знаю, там создавать какие-то, ну, радость такую искреннюю. То есть весь мир всколыхнулся от того, что вы родились. Карнавал, возможно, даже в честь вас. Дело в том, что вы можете в этот момент верить или не верить, что это происходит. Тем не менее, это создаст предпосылку или такую вот точку начального этапа, о котором пишется в книге «В рождении Будды Гаутамы». Было сказано, что в тот момент, когда Будда Гаутама родился, все птицы начали обнимать друг друга крыльями, на небе начали появляться радуги. То же самое можно представлять и вам. Все птицы начали обнимать себя крыльями и целоваться. Там звери начали друг друга облизывать. Сверху пошли радуги. Почему? От счастья, невероятного счастья, от того, что вы родились. Почему? Вот так вот. Почему? Потому что счастье дарует счастье человеку, и весь мир в этом радуется. Что это дает, вы уже знаете. Я сказал, что если человек развивает у себя возможность быть счастливым, то ему просто в жизни безумно везет. Поэтому, если дома выполнять недолго вот то, что я вам сказал, то это даст возможности, ну, где-то, наверное, быть чуть-чуть счастливее. То есть вести начинает. Хотя, за кого-то можно представлять. Мама ребенку может представлять. Вы даже можете представлять это другому человеку, это дает у человека возможность его ощущения счастья и перерождения. Оно действительно работает вот так, даже если кто-то для кого-то это делает. Да. Но это можно сделать один раз в день для одного человека. Если вы делаете это без спроса, вы должны понимать, его невезение станет вашим невезением, а часть вашего невезения перейдет к нему, часть вашего везения перейдет к нему. То есть, да, если человек, ну да, если это ребенок или это близкий, то без спроса. Почему так получается, что мы не можем выйти из одного социального модуля в другой социальный модуль? Почему мы вдруг все время вновь и вновь находимся в состоянии, при котором у нас плохо, не получается выйти, чтобы было нам хорошо, зарабатывали 1000 гривен, теперь хотим зарабатывать 10 тысяч гривен, и ничего не происходит. Используем магию, используем мантры, используем определенные обряды, и ничего не происходит. Особенность восхождения в социальных модулях связана с тем, что социальные модули обычно проверяют человека в тот момент, когда он должен выйти в новый социальный модуль. А еще правильнее это звучит так. Начало каждого социального модуля – это какая-нибудь проблема. Согласны с этим? Смотрите, начало социального модуля – это какая-нибудь проблема. То есть, когда человек начинает жить, это проблема, потому что он должен пройти родовые пути, после этого научиться ходить, после этого научиться падать, и потом начнет свою хорошую жизнь. Когда ему говорят, пойди в школу, это тоже для него стресс. Он должен покинуть родителей, прийти в неизвестную территорию, начать обучаться или общаться со своими сверстниками. Это всегда стрессовая ситуация. Даже прием новой пищи иногда может вызывать у человека диарею или запор. То есть каждая новая ситуация – это всегда какая-то неприятность или какой-то стресс. Точно так же и здесь. Вы, допустим, длительное время читаете мантру для увеличения материального благополучия. И после этого у вас появляется неприятность, которая проявляется в виде того, что любимый муж обижается, там какие-то неприятности с близкими происходят, или у вас какие-либо неприятности происходят. И после этого вы начинаете выяснять, кто прав, кто виноват, из-за чего это произошло. Так вот, если вы это делаете, значит вы остаетесь на старом модуле. То есть вы никуда не перейдете. Что же нужно делать в этот момент для того, чтобы перейти в новый модуль? Вы должны этот элемент перелететь. То есть сделать так, как будто его не было. То есть если обижается, сделать так, как будто 10 секунд назад этого не было. Причем чем выше ваш модуль, в который вы должны переходить, тем сильнее и тем чувственнее должна быть неприятность. То есть должны оскорбить либо вас в первых моделях, либо вашу семью во вторых моделях, либо социум, который вы защищаете в третьих моделях.
Понимаете? Но обязательно должно что-то произойти. Обязательно должно что-то зацепить. Вот если вы в этот момент начинаете обижаться, вы остаетесь в своем модуле. Чем ниже у человека модуль жизни, тем больше в его жизни при переходе в новый модуль появляется неприятностей. Понятно? Поэтому, когда люди переходят из одного тона в другой тон или из одного модуля в другой модуль, то переход в любой новый модуль – это переход, когда человеку кажется, что ему плохо, и это не так. А вот что происходит, когда человеку кажется, что ему хорошо. Смотрите, ко мне пришла женщина, допустим, она говорит: «Здрасте, Андрей Андреевич, здрасте, вы такой хороший, вы мне так нравитесь, вы там умный, да, и у вас хорошая семья, о, да, хорошая семья». Ой, вы такой хороший, у вас так все хорошо, и там туфли у вас блестящие, и часы золотые. Андрей Андреевич, срочно, но вы должны меня послушать, но обещайте, что мне никогда не откажете. Ну хорошо, я обещаю, я же хороший. Не разочаруйте меня, не разочарую. Андрей Андреевич, у меня есть небольшая просьба, эта небольшая просьба, она в виде проблемы моей. Какой? Ну займите мне $20 000. Ну, я отдам, я обещаю, очень быстро отдам, мне очень сильно нужно. Ну, конечно, Андрей Андреевич, большое спасибо, вы такой хороший. Так, но у меня 10 000 нет, я 10 отдам вам своих, а 10 000 еще займу у кого-нибудь, хорошо? Вы ж, я только вот мне надо вот так, до послезавтра. Послезавтра деньги вернутся, я вам верну, все, сделаю это очень быстро. Ну, конечно, Андрей Андреевич, спасибо. Потом ночью, там, на следующий день звонит этот человек и говорит: Андрей Андреевич, я еще раз хочу вам сказать, вы такой хороший, такой низкий поклон вам, вы такой хороший. Кажется ли мне в этот момент, что я совершаю хорошие поступки? И кажется ли мне, что я от этого чувствую себя спасителем или чувствую себя счастливым человеком? Давайте не обманывать себя, кажется. В этот момент кажется, что я совершаю хороший поступок, что вот все очень хорошо. Вот смотрите. Самые хорошие друзья – это то, что гасят вас в ваших социальных модулях. С самым хорошим другом вы быстрее упадете в социальных модулях. Почему? Потому что мама ругается, она плохая, когда вы выпиваете. Жена ругается, когда она плохая, потому что вы выпиваете, ведете себя плохо. А самый лучший друг вас топит, потому что он приходит и предлагает выпить. Тогда скажите, когда нам хорошо и кажется, что этот человек хочет нам чего-то хорошего, то это повышает наш социальный модуль или снижает? Снижает, друзья мои. Так самые лучшие друзья, по нашему мнению, они уменьшают возможность нашего выхода в социальном модуле. Вы представляете? Естественно, если на вас кричит жена, и вы хотите зарабатывать много, молодец, жена, она вас спасает. Что нужно сделать? Не воспитывайте ее, перелетите и не вспоминайте. Хотя иногда хочется очень сильно ругаться. Хочется, Ира? А ты не делаешь. Ой, Боже. Ну что ж ты не можешь перейти в новый социальный? Делаешь? Правильно, правильно. Главное не участвовать в этом. Вот смотрите еще раз ситуация, как она вообще формируется. Самый плохой человек для человека пьющего – это его мама. На втором месте, скорее всего, это жена. На третьем месте это, скорее всего, там, я не знаю, какой-нибудь ненужный товарищ, который говорит: ты пьяница. Соседи еще плохие бывают, да, потому что там им тоже не нравится, да. А самый лучший кто? Самый лучший собутыльник, понимаете? Он самый лучший, он родной друг, он вовремя руку протянет, и ногу тоже. Спасет, все простит, обо всех бедах выслушает, понимаете? Все сделает, то есть с ним прямо душа расцветает, прям душа поет, как в этой рекламе. Но а кто же плохие в глазах этого человека? Тогда то этот человек, он покупается на вот этих людей, которые самые хорошие, и если он это делает, то все сильнее и сильнее тонет. Именно поэтому я часто говорю, что те люди, которые, по вашему мнению, те люди, с которыми вы только не в семье, те люди, которые, по вашему мнению, являются для вас, прямо облизывают вас, прямо поклоняются вам, прямо говорят: вот ты там такой хороший, я прямо так вот, и молодец, и помогаешь, и такой нужный, и такой добрый, и такой хороший, и вы, Андрей Андреевич, или там Петр Степанович, Валентина Петровна и так далее, вы такая прямо ордена Ленина, вы такая хорошая. Знайте, этот человек, который вас топит. Он вам не надо.
Этот человек вам не нужен 100%, потому что с ним вы в дальнейшем утонете. Но это возможно в случае, если так вас поддерживают ваши близкие. То есть, если это ваша мама, она говорит, ты такой молодец, как же там все хорошо, я тебя во всем поддерживаю, у тебя все получится, тогда это поднимает человека. А в случае, если это люди чужие, они говорят, вы такие хорошие, у вас так все получается, вы там вот очень все, вы там и такой, и мы так вам сделаем, это поможем, и вот так вот и выговоримся, и вас выслушаем. Знайте, это самые страшные для вас люди, они вас потопят. Самые плохие подруги – это те, с которыми вы можете выплакаться и которым можете все рассказать. Почему? Они потом вас за ноги утопят. Когда будет деление недвижимости, имущества, не дай бог мужчина и там вплетется какой-нибудь, все, конец. Она пойдет по вашей спине и после этого потанцует еще. Это такая интересная школа жизни, просто люди, к сожалению, не обращают никогда на это внимания. Я очень часто говорю, что когда вам кажется, что близкие ругаются, это супер, не обращайте внимания и переходите, они вам помогают. Даже если вы начнете не обращать внимания на то, что на улице кто-то вас обругал, ура! Это значит, вы перешли в новый модуль. Вторая идея, она звучит так. Оказывается, в случае, если вы чего-то боитесь, вот смотрите, допустим, я не могу жить с мужчинами, потому что мужчины, они какашки, они обязательно со мной там поматросил и бросил, там переспал и утек, Витек, да, это я о президенте Украины просто говорю. То есть вот много всего такое происходит, знаете, и женщина потом ориентируется вот на что. Я не могу больше встречаться с этими мужчинами, эти мужчины все подлецы, мне они не нравятся. Что она делает? Она вокруг себя собирает большое количество грязи, которые которые создали те мужчины, которые были в ее жизни. Накопившаяся в прошлом грязь будет создавать магнит притяжения такой грязи в жизни этого человека. Но выучить это женщина обычно не может и понять этого не может. А мой совет такой, он звучит так. Воспринимайте каждую неудачную встречу с каждым неудачным мужчиной в виде возможности найти в дальнейшем самого лучшего. Вы скажите, да, меня покинул этот мужчина, отлично, теперь я наконец-то найду самого лучшего. Смотрите, если рассматривать возможность, которая топит человека как возможность, если рассматривать событие плохое как возможность, то тогда это дает новые силы и дает быструю реализацию для человека. Представляете? Вот смотрите, как обычно у людей происходит. У меня забрали квартиру, мне нечем заплатить и так далее. И человек начинает, кто же виноват? Надо найти виновных, нужно наказать. Ага, виновные вот в этом году, и эти родители, а теперь порча из глаза еще и так далее. То тогда человек сам себя утопил, у него будущего не будет никакого. А что же он должен делать? Он должен сказать себе, отлично, наконец-то эту квартиру потерял. Теперь у меня будет возможность наконец-то найти новую, лучше. Наконец-то и этой квартиры у меня нет. Теперь я уже буду стремиться к тому, чтобы дом появился. Наконец-то этот мужчина отцепился от меня. Теперь он новый, класснючий, мордучий, здоровущий, высочущий будет в моей жизни. И не то, что это кучерявое чмо. И после этого, или лысое там, я не знаю. Я это не о мужчинах говорю. Так часто люди не понимают, что, вот смотрите, человеку страшно войти куда-нибудь. Допустим, он говорит, я не могу выступать перед публикой, мне так страшно. Что же делать? Мне так страшно, не могу выступать перед публикой. Тогда что нужно сделать? Человек должен сказать, мне страшно выступать перед публикой, но это даст мне возможность стать таким богатым и знаменитым, ура! И после этого он может выступать перед публикой, потому что ему будет не страшно. Почему? Поменяй идею страха, и ты тут же начнешь чувствовать себя по-другому. Представляете, вот в моей жизни так часто происходит. Мне очень не хочется чего-то делать, я себе говорю, ой, как же я не хочу это делать, как же не... Но это возможность, какая? Возможность, я не хочу чистить зубы, ой, да чего же я не хочу чистить зубы, они все равно вставные, уже не болят, зачем же их чистить? Но это возможность все равно стать богатым человеком. И после этого, если бы кто-то послушал то, что я говорю,
то свихнулся бы. Почему? Причем тут зубы к тому, что я стану богатым человеком. Но тем не менее, это в дальнейшем создает вот эту, даже не мотивацию, а направляет мою психическую энергию в сторону реализации моих желаний. Вы представляете? То есть то, что нам кажется большим тормозом, является при измененном состоянии восприятия для нас шансом для изменения своей жизни. Представляете? Так человек может, увидев пьяного сына, сказать: но это даст мне возможность стать более высокодуховным существом и продолжить реализацию свою. Понимаете? Правильно, да? То есть может ли сын таким образом, а его поддержать? Почему? Тогда он меняет ранг из алкоголика, тунеядца и пропойца, переходит в ранг человека, который является для вас стимулятором вашего духовного роста. После этого будете ли вы его поддерживать? Молодец, не переживай, все хорошо будет, я тебя поддерживаю во всех начинаниях, не переживай, у тебя все получится. Как сделать так, чтобы алкоголик перестал выпивать алкоголь? Поддерживайте этого человека. Серьезно. Старайтесь поменять слово «я тебя ненавижу», сколько это может продолжаться, «ты какашка», чтобы ты запился, чтобы ты крови горячей напился и так далее. Старайтесь говорить следующие слова. Ну ничего страшного, у тебя, наверное, трудности, но ничего страшного, ты эти трудности, скорее всего, переборешь. Когда-нибудь же в твоей семье, у тебя возникнет семья, обучайте его, не угнетайте и не топите его, давайте ему шанс изменить свое сознание. Почему? В семье самое важное... Ой, простите, пожалуйста. В семье самое важное сделать так, чтобы у человека появилась поддержка. А вы мне скажите, где еще человек может найти поддержку? Ну, только в семье. Только в семье. Потому что в случае, если в семье поддержки нет, то тогда такой человек ищет поддержку где? В своих друзьях. И после этого: друзья мои, меня жена не слушается. Ой, да ты слушай, их вообще надо бить. Ой, да, но я не могу, я мужчина, правильно. И после этого, знаете, они там в своем общем социальном маразме, в котором они находятся. Почему? Потому что алкоголь отключает сознание у человека. Оно не может объективно и адекватно воспринимать сознание, а не человек. Потому что, возможно, возникла у кого-то идея, что я говорю о человеке оно. Но это не так. Он на самом деле как был человеком, так и остается. Но его сознание, оно не объективно в этот момент воспринимает. И советы, которые получаются в этом состоянии, они обычно неправильные. Я вообще хочу вам сказать, что если вы приняли решение на пьяной лавочке, так говорят среди людей, если вы по пьяной лавочке решили открывать парикмахерскую, не делайте этого. Если вы по пьяной лавочке решили засадить поле кактусами, тоже не надо. Вот если бы вы в трезвом состоянии к этому бы дошли, то тогда... Итак, следующая медитация. Если в вашей жизни вдруг появится ситуация, при которой вы не будете знать, как найти решение или выйти из данной ситуации, я рекомендую использовать медитацию кашель. Просто думайте или вспоминайте, или думайте о ситуации, которая для вас, у вас происходит или вас мучает, и начинайте кашлять. Делайте это надрывно. Ну, не надрывно, а так, сильно. Дело в том, что такой кашель имеет магический эффект, дает решение всех вопросов в жизни человека. Вот так это может работать. Думаете о чем-то плохом и начинайте покашливать. То есть, ой, как мне отдать деньги, и делать так. Ой, нога болит. Ой, еще болит. И делайте такое покашливание, а когда там появляется слизь, сплевываете. Таким образом можно вылечить даже заболевание, если этому уделять определенное количество времени. Даже в народе существуют некоторые такие высказывания. Одно из высказываний, когда говорят: да это я уже все откашлял, говорит о том, что проблема была решена при помощи кашля. Даже люди это заметили. Андрея Дуйко — это квинтэссенция моих знаний, которые в очередной раз выплескивается на просторы, наверное, мирового театра эзотерики. Объясню, что это обозначает. Дело в том, что я рассказывал в свое время, как создавались вообще мои коды. Когда я создавал коды, то это определенные шепчущиеся виды как бы волновых дыханий, которые возникают у человека в тот момент, когда он испытывает какие-либо чувства или чем-то болеет. Как это все возникало? В свое время, когда у человека
В свое время я начал замечать, что когда у человека, у которого температура, происходит яркое обострение, то в какой-то момент рядом с этим человеком я начинаю чувствовать или слышать определенные шепоты. Что это за шепоты? Это определенные звуки, которые создаются для того, чтобы этого человека вылечить. Если человек выздоравливает, одни звуки возникают. В случае, если человек болеет и не выздоравливает, а ему хуже становится, другие звуки создаются. Так я начал просматривать медленно, по чуть-чуть, успешных людей, а также начал просматривать какие-то события, которые возникали в моей жизни, а также в жизни других людей. И на фоне длительного, наверное, исследования данного произошло открытие, что мы на самом деле не программируем эти шумы, а на самом деле эти шумы возникают в нас в тот момент, когда энергия божественного плана проявляет или каким-либо образом влияет на нас. Таким образом, если человек дышит при помощи определенных шумов, то это выглядит так. Первый звук — это звук привлечения, который создает человек в виде выдоха. И второй звук — это звук, который человек вдыхает, это звук Бога. Таким образом, первым звуком мы заставляем эту энергию работать более эффективно, и вторым звуком мы заставляем эту энергию дать нам какой-либо ответ. Это, как знаете, наверное, человек, который находится в темной комнате, говорит: кто там? И ему говорят: это я. То есть то же самое происходит, наверное, в тот момент, когда мы дышим вот такими кодами. Первый слог — это мы говорим: кто там? А нам говорят: вот, получай. Да? И после этого мы что-то получаем. Таким образом мы были устроены эти коды. Так вот, оказывается, результаты по применению кодов есть практически у всех, независимо от того, верит человек в это или нет. Так вот, оказывается, эти кода можно между собой соединять, и в случае, если их соединить в определенном порядке и читать как мантру, то это является заклинанием. И в случае, если определенные коды между собой соединить в определенные слога, то эти заклинания работают гораздо мощнее, во много сотен, а то и тысяч раз, чем обыкновенные мантры. Почему? Обыкновенные мантры есть следствием обыкновенных слов восхвалений определенным энергиям. И не всегда эти энергии отвечают нашим запросам без определенных знаний или без определенных на то посвящений. Я объединил между собой коды, и эти коды связал между собой. На это понадобилось какое-то количество времени. У меня появилось 100 уникальных словосочетаний, заклинаний, которые работают гораздо сильнее или гораздо мощнее, чем любые мантры, которые когда-либо я давал в своей школе Кайлас. Это получились уникальные заклинания Андрея Дуйко. Они все короткие, и практиковать их очень несложно. Я не считаю, что их нужно практиковать целый круг четок. Почему? Потому что когда вы их будете практиковать целый круг четок, то вам нужно пристегнуть ремни, потому что жизнь может создать невероятные сильные потоки энергии. Это настолько интересно работает, что, читая утром для денег, после обеда ты увеличиваешь свой доход визуально, это заметно. При этом эти заклинания все равно, когда читать, все равно как читать. Их можно громко читать, тихо, быстро или медленно, не имеет никакого значения. Главное читать их как голос. Выглядит это, где-то там жужу, гугу, чу-бур-чу, знаете, вот так. Они очень интересные получились. Хочу вам сказать, если искать смысл в этих заклинаниях, то вы его не найдете. Я так думаю, что таким образом мы подключаем прямые потоки энергии, и эти энергии начинают достаточно активно на нас влиять. Что ж, как в свое время я говорил, что наша эзотерика, она дает новые витки. Вот один из вот таких витков — это изготовление вот таких заклинаний, которые работают достаточно активно, очень мощно и создают просто невероятные результаты у людей, практикующих данные шумы. Хочу вам сразу сказать, что в случае, если человек использует данные шумы и попробовал бы сделать это в виде кодов, то он бы натолкнулся на невероятные слияния, которые производят определенные элементы сталкиваний. Так, объединяя определенные шумы, я столкнулся с тем, что, объединив не в правильном порядке определенные шумы между собой, у меня происходило не увеличение денег, а уменьшение. Так, соединяя некоторые шумы между собой, я начал чувствовать обратное движение энергии. Так в случае, то есть здравый смысл говорит: возьми, объедини 5
шумов, которые связаны с деньгами, и прибудет у тебя счастье. Нет. Таким образом, перестановка этих шумов, чтобы они образовали определенный код, а также сублимация или объединение этих слогов, это был достаточно не эмпирический процесс, а достаточно активный и достаточно интересный процесс. Могу вам сказать, что после того или во время того, когда я начал создавать шумы, то произошло большое количество определенных визуальных и галлюциногенных, извините, что я это говорю, проявлений видений. Во время того, когда коды, во время того, когда шумы, заклинания были сделаны, то после того, когда я дописал эти заклинания, то в эти дни начались галлюцинации, которые были похожи на то, как будто сверху на меня смотрят с арены огромное количество божеств. И я ждал того момента, когда произойдет элемент благословления, или я получу какой-то намек на то, чтобы обыкновенные люди получили возможность прикоснуться условно к вот таким вот невероятным элементам новой, наверное, очень быстрой, и я скажу даже не экспериментальной магии, которая от людей всегда была закрыта, и почему-то люди, наверное, это все утеряли. Могу сказать вам, что знаки такие я получил, и самый интересный знак был сегодня утром. Когда я выпил кофе, то сверху на чашке было написано на мальтийском языке следующие слова. Там было написано: все остается в прошлом, все зло остается в прошлом, и все чисто, грубо искреннее в тебе. Таким образом, это было как определенный символ того, что есть смысл все-таки дать данный обряд и дать данную тему людям, которые, возможно, уже к этому пришли и, возможно, уже к этому готовы. Таким образом, сейчас я даю первый семинар, который называется у нас «Заклинание Андрея Дуйко», а дальше я дам еще один семинар, который называется у нас «Sunshine Кокон. Богатство». А это еще что такое? Или «Магия денег. Третья часть», я не знаю, как-то его нужно будет называть. Что это такое? Я взял 50 фотографий самых влиятельных и богатых людей в мире, которые были провозглашены богатыми в прошлом году или в 2016 году. И начал просматривать через запрос, что сделало этих людей такими богатыми людьми. И после этого я просмотрел символы, которые возникают в их энергетическом коконе, символы их персонального богатства. После этого 50 человек, 50 символов персонального богатства. Используя некоторые символы, я столкнулся с тем, что богаче не становишься, но умнее 100%. То есть есть символы, там есть компьютерщик, который придумал какую-то компьютерную систему. Когда я начал это практиковать, я начал ощущать, как я нежное тепло вдруг в какой-то момент начал чувствовать совершенно другие ощущения по отношению к своим детям, своей любимой женщине. Представляете? То есть что-то включается, и это не всегда, возможно, доход, а это, возможно, та причина, которая приводит этих людей к тому, чтобы они стали вот такими богатыми людьми. Везение, какой-то успех, возможно, какие-то способности, они возникают в тот момент. Также было совершено ряд открытий. Оказывается, у многих людей символы повторяются. И эти символы повторяющиеся были мной найдены в интернете как символы посвящения определенных эзотерических лож. Таким образом, я могу сказать на 100%, что многие люди, которые достигают очень яркого материального благополучия, 100% используют эзотерику. 100%. Сейчас, спустя время, могу сказать без сомнений. Вообще без сомнений. То есть вы видите кого-либо, знаете, без эзотерики не обошлось. Все, обязательно будет эзотерика. Кто-то что-то делал, или у человека есть посвящение, для него кто-то работает, обязательно это что-то происходит. Вот эти слога, они почему-то зависают в нашем энергетическом коконе и работают длительное время. Какие у вас могут быть ощущения? Когда читаете мантры, ощущений особо никаких. Во время чтения заклинаний обязательно возникают нейроощущения. Какие? Будет ощущение, как будто тело летает над землей. Будет ощущение, как будто вас придавило сверху плитой. Могут быть ощущения невероятной радости и даже каких-то ощущений, как будто где-то в теле происходит либо щекотание, либо
ну, очень необычные вот такие сенсорные ощущения. Также может быть ощущение, будто идет ветер в лицо или дыхание в голову сзади, как будто кто-то там дышит теплом. То есть ощущения обязательно будут присутствовать. Не нужно обращать на это внимание, уж тем более этого бояться. Просто читайте и все. Вы видели когда-нибудь «Алиф Аист», такой мультик? Во время этого мультика появляется определенного вида колдун, на меня похожий, маленький, с большим носом и злой. И когда этот колдун колдует, он обязательно что-то колдует в виде порошка и бросает. Поняли? Оказывается, вот то, что он бросает, это скорее всего порошок, который сделан из сандала, или порошок, который... Смотрите, все, что соленое, горькое, это во зло. А все, что имеет сладкое и приятное ощущение, это в добро. Таким образом, вы можете делать так. Вы можете прошептать заклинание, которое очищает квартиру, убирает депрессию или еще что-то делает. И можете в сторону человека, который идет перед вами, у которого есть данное заболевание, сыпануть на него. Корица, ваниль, да, корица, ваниль, порошок, порошок какой-либо вкусной, очень хорошей специи. Вы можете, как вот в этом мультике, я вообще рекомендую его посмотреть, там он произносит страшное слово мухобор, да, или мутабор, и после этого мутабор, и там брызгает в него там определенным порошком, чтобы тот стал там другим человеком. Вы можете точно так же использовать. Смотрите, используем на себя, то тогда ничего с собой не делаем, никак себя не посыпаем ничем, просто читаем, так заклинание работает с нами. Работайте с кем-то, мне, допустим, нужно произвести колдовское влияние на Евгения Дуйко, моего племянника. Я хочу, чтобы он стал там богатым человеком или чтобы он избавился от депрессии и страха панических атак. Я произношу: «О маумрия япун яи джай и сичим ках сабар аюбха». Ты делай так. Поняли? Как будто я наколдовал. Понятно? Как будто я взял и брызнул на него. А если я не хочу, чтобы он видел, то я делаю это шепотом. То есть я делаю это так. Делаю так. Он сзади, он впереди идет, а я на него из рук сыплю ладан, там, не ладан, а из молотой в порошок сандал, допустим. Понятно? В глаза засыпать, да. А? Конечно. А зачем я это даю? Это же магические заклинания, которые можно использовать повсеместно. Я забыл вам сказать вот что. Это тоже очень немаловажный фактор. Итак, если сделать круг и туда внести, и носить это в виде талисманов, то оно тоже работает. В круг вносятся заклинания, которые связаны с чувствами. Поняли? В круг вносится с сознанием. Два скрещенных треугольника с чувствами в квадратик с материальным благополучием. То есть, если квадратик у вас, и там заклинание написано, это принесет деньги. В случае, если у вас два скрещенных треугольника, и там заклинание, шестиконечная звезда, то тогда это принесет вам любовь, там, поняли? В случае, если у вас там заклинание в кругу, то это повлияет на сознание. Смотрите, развитие паранормальных способностей. А вот сейчас отдать долги, там, чтобы в тюрьму не посадили. В какой нужно, в какой из вот этих талисманов? Нет, круглый, сознание, да. Вы же должны повлиять на чье-то сознание, чтобы вас не посадили. То есть, если вы возьмете круг и по кругу прямо напишите эти слова, то тогда это будет работать как талисман от тюрьмы. Вы можете сделать его для кого-то, отдать человеку, он может носить с данными заклинаниями, но не меняя перестановки этих слов. Понятно, да? Если вы будете... А у нас разве есть такие же шумы? Ну, может и нет. Если вы будете слушать одновременно шумы и читать заклинания, эффект не исказится, и эффект достаточно мощным будет, ну, где-то процентов там, на 90. Если вам это нужно, то нужно читать заклинания с прослушиванием шумов. Но я хочу вам сказать сразу, если вы это будете делать, то вы должны быть сосредоточены на то, что ваша жизнь даст, я не знаю, мощнейший какой-то энергетический выстрел. То есть вы начнете лететь куда-то, и это может быть не всегда приятно. Почему? Вы знаете, как работает энергия, без философии она может создавать плохие предпосылки жизни. Хочу еще раз сказать, что действие данного заклинания больше, чем любой мантры или кучи мантр, или там огромного количества начитанных мантр и так далее. Это очень уникально. Так бывает, что на человека происходит влияние,
зла. Что это такое? Очень интересная сегодня была встреча днем с женщиной. Она мне сказала, на протяжении 1 года произошло, врезалась в нее машина, она потеряла близкого, что-то там произошло. И вот это все на протяжении года. Почему это с ней произошло, могу сказать. Она работает психологом, и она, скорее всего, себе натянула зло. Поняли? То есть она просто умудрилась сожалеть или любить тех людей, которых она принимала. Естественно, это не ее энергия, она просто это себе пособирала. Почему? Я часто говорю, что эзотерика, она не связана с жалостью. Если жалеешь, то разделяешь. А если ты жалеешь и разделяешь, то тогда часть этой энергии будет твоей, раз ты это разделяешь. Таким образом, дожалела и таким образом допомагала, да бесплатно обучала, и получилось так, что сейчас хоть в гроб ложись. Потому что за последнее время плюс 10 или 20 килограммов личного веса. Я сегодня просматриваю, у нее порчи из глаза, что спереди, что сзади, и еще и куча духов вокруг. Таким образом стал вопрос, чем же этой женщине помочь? Ну, а мне это зачем, допустим, да? Тем не менее, если бы ей дал вот это заклинание, она бы это могла убрать. У мужчин убирает привороты. Кстати, это очень частое явление, когда у мужчин и женщин привороты. Как они проявляются? Мужчина живет с женщиной, и ему женщина нравится, но его все время тянет к другим женщинам. Это значит, на него ранее был совершен приворот или какая-то энергетическая система влияния заставляет его все время совершать поиск. То же самое с женщиной, это не один раз такое бывает. Женщина живет уже с мужчиной, но у нее все время поиск не заканчивается, она еще что-то ищет. Уже вроде там и деньги есть, и доход, и любят друг друга и хорошо относятся, но поиск не завершен. Вот этот поиск не завершен, это и есть энергетическое влияние на сердце, которое выпускает, если просматривать человека, то выпускает канал левой стороны, который связывает сердце и голову в пространство. То есть если смотреть, здесь происходит как разрыв, вот энергетический разрыв. То есть это должно быть соединено, а вот так разрывается, и энергия вот с этих мест разрывов без конца уходит в поиск, вы представляете? И это большая проблема. Можно ли это как-то исправить? Как правило, очень сложно именно вот это исправлять. Вот это на уровне сердца, это огненная энергия. Если энергия Земли, то Землю можно перекопать. Если это там огонь, то его невозможно ни руками, ни ногами, а если тушишь, то погаснет, понимаете? И получается наша физическая сила или энергетическая сила сознания, чрезвычайно сложно работать как раз вот с этой энергией огня. Вот с ней хуже всего и сложнее всего работать. Естественно, можно или есть ли какие-нибудь системы, которые помогут в этом? Есть системы, это как раз вот эта мантра, которую я дал, и вернее дам сейчас. Она убирает вот эти разрывы, а также помогает человеку быть более сосредоточенным на тех людях, которые рядом с тобой находятся. Кстати, люди очень сильно от этого страдают в жизни. Это кажется, знаете, все, смех, смех, нет, нет. Вы знаете, это одна из основных таких глобальных трагедий. Когда, по идее, все у человека совершилось и все хорошо. Он живет с любимым человеком, его там любит мужчина, если это женщина, или женщина, если мужчина. У них все очень сложилось, и вдруг что-то вот в семье не удовлетворяет. Понимаете, она ищет кого-то, он ищет кого-то, и никто не может объяснить, из-за чего происходит. И иногда они от этого сильно страдают сами. Ну, считается, что это флирт, влечение, а я считаю, что это энергетические проблемы. Почему? Как бы кто где ни искал, все равно найдет одно и то же. Это мозги понимают, это тело понимает, все понимает. А вот почему-то эта энергия заставляет человека страдать. А это, скорее всего, связано как раз с ранее произведенными энергетическими влияниями. Понятно? Заклинания, они включают слоги попеременно, чтобы это все происходило. Понимаете? Попеременно. То есть утром прочитали, и не нужно читать целый день. Это нет смысла читать целый день или читать только один круг четок утром, допустим. Не нужно читать утром и вечером. Не увеличится от этого у вас доход, если вы будете читать заклинание денег утром и вечером. Достаточно утром и достаточно там одного кругочета. Можно ли меньше кругочеток? Можно. Заклинания достаточно активно работают. Попробуйте. У вас все станет на свои места, все будет понятно. Когда у вас закрыты каналы денег, вообще я очень рекомендую обращать внимание на то состояние, которое у вас возникает после того, когда вы читаете данные мантры, вернее заклинания. Что может происходить?
Могут появиться бесконтрольные головокружения, могут появиться вне формата галлюцинаций, могут появляться какие-то шумы, вы можете слушать какой-то шепот в ушах, могут появляться какие-то блики перед глазами, как пол может уходить, может придавливать сверху. Это все элементы чувствования вашего энергетического кокона и общего завихрения энергии вокруг вас. Представляете? Во время того, когда вы будете это читать, попросите кого-нибудь из близких, чтобы с дальнего расстояния вас пофотографировали на белом фоне, и вы увидите свечение, которое возникает на фоне чтения данных заклинаний. Также реагирует очень сильно, очень реагирует внешнее пространство. Вокруг вас может быть влажность больше, чем везде. Или наоборот, может быть очень жарко, если это связано с деньгами. Может быть ощущение запаха, который выделяется вокруг вас, эфира, нектара, озона. Особенно если вы будете читать мантры, которые связаны с привлечением противоположного пола. Понятно, да? Я считаю, что ничего дополнительно применять вместе с заклинаниями вообще категорически не стоит. Вы можете очень сильно навредить себе данными мантрами, в случае, если вы будете что-то придумывать особое и новое. Не надо ни разбивания пространства, ни выведения психической энергии, ни накопления чего-то. Не нужно ничего придумывать, просто читайте вот это и все. Вы сейчас дотрагиваетесь только к драгоценным вот этим знаниям, которые в дальнейшем по-настоящему могут быть академическими знаниями, понимаете? Есть такой фильм, называется «Наропа». Там фильм начинается с того, что маленького мальчика монахи буддийского храма Дзон, или не помню как, обучают магии. И вот он говорит, что там, если будешь произносить такие-то слога, то это будет там что-то происходить. Вот сейчас мы прикасаемся впервые в своей жизни к настоящей магии. То есть мы изучаем заклинания или слоги, которые по-настоящему могут очень реактивно и очень быстро изменить вашу жизнь, а также повлиять на жизнь тех людей, с которыми вы начнете работать. И это только первые прикосновения. Будут ли еще какие-то? Да, я в дальнейшем дам там двигать предметы, там еще что-нибудь. А пусть будет, да. Когда запечатывать кокон? До этого, да? Почитали заклинания, после этого запечатали свой кокон. Да, да. Итак, продолжаем. На чем я закончил? Когда вы, допустим, почитали мантру или почитали заклинание, и после этого вы не по себе себя чувствуете, то это, скорее всего, хорошо. Вам этой энергии не достает, или вы тратите внутреннюю энергию на раскручивание. То есть что-то происходит, вы что-то закрутили. Я считаю, что данный семинар посвящен заклинаниям, которые изменяют жизнь человеку и могут привести к материальному благополучию. А все остальное это как бы сопутствующие элементы данной нашей жизни. Можно ли использовать эти заклинания, используя одновременно больше 10 штук? Да. Можно читать друг за другом? Да. Нужно ли помещение, чтобы было очищено? Нет. Можно ли произносить заклинания, сидя на улице, в открытом пространстве или сидя в машине? Да, кроме ясновидения. А то как щелкнет за рулем что-нибудь, и света белого не увидите, а куда рулить неизвестно. Понимаете? То есть, чтобы у вас все-таки были вот такие средства безопасности. Также я могу сказать, что во время чтения данных заклинаний у вас могут появляться следующие ощущения. Идете, но целый день ощущения, как будто вы плывете в лодке. Или идете, ощущение головокружения. Что такое ощущение головокружения? Это вы создали сумасшедшее невероятное завихрение своего энергетического кокона. То есть ждите, скоро что-то так развернет, что будет места мало. Ура! Все, до свидания. Хочется задать вопрос, что же такое эзотерика, и сегодня готов на этот вопрос ответить. Также, что получает человек, который проходит бесплатно первую ступень школы Кайлас, которая выложена в интернет, в Ютубе. Первая ступень школы Кайлас, первое занятие, первый день. Это можно на сегодняшний день вполне бесплатно и скачать, и просмотреть для себя, и познакомиться с тем, что такое эзотерика. В моем понимании эзотерика, это единственный путь, который может привлечь человека так, чтобы он мог быть ближе к Богу. Объяснение почему? Объяснение мое такое. Вы, наверное, знаете, что люди массово молятся за здоровье других людей. Вопрос, почему не выздоравливают?
Вы, наверное, знаете, что очень часто люди просят что-то, будучи там, религиозными людьми. Вопрос, почему очень сильно молятся и почему ничего не происходит. Почему так получается, что большое количество энергии, которое тратится человеком, даже большим количеством людей, ведь вы же знаете, что проводятся великие ватиканские молебны, также проводятся соборы, вы, наверное, об этом слышали, где собирается огромное количество людей, ну и в других религиозных ответвлениях всевозможных, там в иудаизме, а также в католицизме есть большое количество собраний, где люди могут там молиться, а огромное количество людей молятся за мир, но мира не происходит. Тогда вопрос, он что, не слышит, что ли? А вопрос этот, он не слышит, обычно объясняется тем, что говорят, это наша вера недостаточно крепка, наша вера, наверное, там, вас, наверное, не любит, потому что вы нарушили там какие-то из 7 заповедей, вы должны быть ближе, там, о каком-то пути начинают говорить и так далее. А я считаю, что это не так. Я считаю, что есть совершенно другой путь, и это путь, когда Бог слышит человека мгновенно, только нужно знать принципы общения. Они совершенно другие и отличаются от тех принципов, в которых живет обычный человек в своей нормальной обывательской жизни. Обычно человека готовят к тому, чтобы эта информация, которая у него есть, была у него. А кто дает эту информацию? Дают точно такие же люди. Но эта информация не дана Богом. Как это выглядит? Смотрите. Божественная энергия – это энергия, которую условно можно назвать невидимой. Можно так сказать? Мы видим предмет. Этот предмет мы видим. Можно ли сказать, что этот предмет один? Можно. То есть это цифра 1. Нет предмета – это цифра 0. Таким образом, можно условно сказать, что предмет, то есть человек, является предметом цифры 1, а божественная энергия, которую мы не видим, является цифрой 0. То есть этого предмета нет. То есть вот в этом случае человек, в этом случае Бог. Понимаете? То есть там, где есть единица, есть человек, там, где есть Бог, есть пустота. Почему? Потому что эту энергию никто не видит, но обращаясь к ней, очень часто человек может получить то, что он желает каким-то образом. Почему желание не исполняется, и почему человека не слышат, и почему молитвы не создают нужного для человека резонанса, это все объясняет позиция эзотерики. Когда человек живет, он должен двигаться к Богу. А Бог что это такое? Бог это состояние адвайты. Что это такое? Бог безразличен к людям. Почему Он безразличен к людям? Бог безразличен к людям, потому что, сделав для одного хорошего что-то хорошее, ты сразу же станешь врагом для тех, кто, для тех, кто считает, что это хорошее, и это другому человеку не полезно. Получается, сказав одному человеку, что он хороший, ты можешь сказать или там помочь человеку, который хороший, ты тем самым можешь ухудшить состояние тем, кому от этого человека плохо. То есть это выглядит так. Я, допустим, за социализм. Утверждая это, я автоматически становлюсь противником тех людей, кто против социализма. Правильно? Таким образом, эта энергия не может помогать хорошим и плохим, потому что если она будет помогать хорошим, то она будет против плохих, а если она будет помогать плохим, то она будет против хороших. И получается, у самой этой энергии создается вопрос, тогда кому помогать? И сразу же появляется ответ, может, никому не нужно помогать. Почему? Потому что прежде всего человек должен сам разобраться, где он хороший или где он плохой. И вот это состояние, которое выбирает божественная энергия, она называется адвайтой. То есть это такой элемент безразличности. Элемент безразличности по отношению к идеям, которые создают люди. Зачем я это все говорю, сейчас объясню. Когда человек, допустим, объединяется в семью, он пробует создать два себя. То есть он говорит, я один и точка, плюс еще один и точка. Таким образом, семья – это цифра 2. А вот если люди, цифра 2, но не один в
квадрате. Объясню почему. Муж и жена, живущие в семье, каждый из них думает по-своему. Их мысли, они разные. Можно сказать, что у них мысль одна? Нет. Они по-разному думают даже об одном и том же. То есть у одного человека мысль одна, у другого другая. Поэтому, когда человек начинает молиться, он обычно во время молитвы делает так. Он программирует, вся наша Вселенная, все, что вокруг нас находится, это некие коды, которые появляются, когда человек создает цифру 1, то есть он проявляет себя во внешний мир и вставляет вот эти коды себя в элементы большого количества нолей, которые являются элементом божественной энергии. Таким образом происходит некое цифровое вот такое восприятие вселенского разума. Подобное мы уже видели. Это 8-битное программирование интернет-голограмм, допустим, или 12-битное программирование. Ну и сейчас существует там более широкое, там, объемное программирование информационное, которое существует. То есть вы слышали о том, что существует информационный язык, в котором присутствуют единицы и ноли. Но мы смотрим, мы говорим, что это за единицы и ноли, что за бред. Хочу вам сказать, что это никакой не бред. Когда вы смотрите в ноутбуке кино, на котором вы видите, что происходят какие-то события, и даже они вызывают у вас там слезы или печаль, или наоборот приподнимают настроение, то вам кажется, что вы видите картинки. На самом деле вы видите программный язык, который состоит из нолей и единиц. Но вы же это знаете, правильно? Сейчас же нет таких диких людей, которые не понимают, как это происходит. Когда человек начинает молиться, он делает так. Он делает так. Помоги мне, и это единица. Второй рядом с ним говорит, помоги нам, и это еще единица. И она не плюсуется, потому что для того, чтобы плюсоваться, они должны помоги мне сказать одним языком одновременно в одну секунду на одном тоне, одним внутренним голосом, там, с одним напором душевной энергии, с одними гормонами, с одними качествами и так далее. В ином случае это две разных энергии. Происходит так. Помоги мне один, умножить на помоги мне другой, умножить на помоги мне третий. Но это выглядит так. 1 точка умножить на 1 точка, умножить на 1 точка, умножить на 1 точка. А что получится в итоге? 1. Поэтому могущество эзотерика, оно гораздо сильнее, чем могущество большой армии молящихся людей. Так обычный человек, сидящий, допустим, в углу там где-то, он может больше, чем человек, который собрал вокруг себя миллион человек, которые с утра до ночи молятся. Эффективность будет меньше даже у тех людей, которые могут молиться там без конца. Так устроена эта система. Как устроена система в априори вообще? Человек безразличный – это человек, который отпускает ситуацию. Пример из жизни. Я вчера об этом говорил. В моей жизни была такая ситуация, все в жизни состоялось. Много денег, хорошая работа, хорошие отношения, в общем-то, все очень хорошо. Но вы представляете, подойдя, я уже перестал, в общем-то, болеть на то время, и подойдя к окну, я начал смотреть на окружающий мир, который вокруг меня был, и я не видел в этом мире ничего. То есть было такое ощущение, как будто вокруг меня бесконечный черный колпак, и ничто вообще в моей жизни меня не вдохновляет, не возбуждает, не интересует, не нужно. Совершенно ничего. Конечно, с позиции медицины я могу понять, что это было депрессивное состояние, скорее всего. Но я могу сказать, как эзотерик, это было не так. Дело в том, что каждый человек, он живет по принципу построенного вот такого, построенной в себе системы. Его интересует сначала он сам. Он копается в себе, ищет в себе какие-то болезни, ищет взаимоотношения с внешним миром или обращает на внешний мир. Он смотрит на этот внешний мир, требует от него денег, там, старается что-то для этого внешнего мира делать, на кого-то обижается без конца, что-то требует, там, зачем-то охотится. То есть он либо во внешнем, либо во внутреннем без конца барахтается, что-то там выясняет, ищет какие-то причины, воспоминания, там, какие-то надежды у него появляются. И он при этом находится без конца в одной плоскости. То есть максимальная его плоскость – это то, что он чувствует себя внутреннего, проявляется во внешнем, после этого возвращается во внутреннее, проявляется во внешнее. Но есть же третье еще. А третье – это внешний мир, он тоже существует. И
Вы знаете, когда я стоял, я понял, что я в погоне за копанием себе или в погоне за деньгами, я перестал контролировать себя в том, чтобы видеть еще и что-то вокруг себя. То есть я настолько сузил для себя свою судьбу или свою жизнь, что я не видел ничего. То есть в этой жизни полностью отсутствовало время суток, время или какая была погода. Я не видел ничего. Для меня река и небо – это были эфемерные понятия, которые были для меня незаметными. Мой эгоизм, скорее всего, съел эфемерное для меня понятие того, что существуют времена года, существует день и ночь. Для меня гораздо важнее были другие события, как ко мне относятся, как я отношусь там, к кому-то, там, на кого я обижаюсь. Но когда я начал осознавать то, что вокруг меня существует еще и третий элемент, в котором я живу, и начал обращать или переключаться на этот третий элемент, то в свое время меня это очень спасло. Дело в том, что когда-то я болел онкологическим заболеванием, и господин Болотов, который написал большое количество интересных книг о закислении, я ездил к этому человеку домой, и он мне дал совет. Он сказал: ты можешь вылечить свое заболевание, если оботрешься, если будешь там засаливаться и закисляться, там пить смесь соляной кислоты, там, я уже не помню, с азотной, по-моему, в небольших количествах, и после этого там употреблять большое количество соли, ну и в пятницу, там, после, насколько я помню, 15 дней, обмажешься солью теплой, которую подогреешь, обмотаешься клеенкой и ляжешь в горячую ванну. Ну, я как человек, услышавший то, что мне назначил врач, по моему мнению, решил это все сделать. После того, когда я после ванной вылез, то у меня очень поднялось давление и произошел микроинсульт. Мне было очень плохо в этот момент. И лежа я начинал думать, вот о чем я думал. Я думал, почему я это сделал, зачем мне это нужно, мне уже надоело бороться с этими болезнями. Потом я начал обвинять внешний мир, родители плохие, там Болотов этот плохой, кто-то еще плохой, кто-то еще плохой. И после этого я понял, вы представляете, я в одной плоскости. То есть идеи на решение того, что происходило, у меня не было, так как я находился в данный момент в одной плоскости. Я находился в человеческой плоскости. Я искал, в чем причина во мне. Я старался обратить внимание, кто виноват помимо меня. То есть я находился в одной плоскости. И вы знаете, мне очень помогло, когда я просто начал отвлекаться. Я начал отвлекаться, и тут вопрос, на кого я начал отвлекаться? Давайте напомню самое начало. Есть бутылочка, а теперь ее нет. Когда стояла бутылочка, эта бутылочка была человеком. А когда бутылочка исчезла, то пустое, оно стало Богом. То есть божественная энергия – это пустота, но которая имеет силу изменить мир. Если человек знает, как к этому отнестись, он может изменить. И что я начал видеть? Когда я начал отвлекаться, я начал произносить себе: я вижу стену, я вижу потолок, я вижу там еще что-то, я вижу травку, я вижу стульчик, я вижу там что-то вокруг себя. Я начал обращать внимание на пустоту. Вот эта пустота божественная, она облегчила мои состояния. То есть мне было плохо, я начал отвлекаться, перестал копаться. И каждый раз, когда я отвлекался, это приводило меня к тому, что я начинал чувствовать себя хорошо. Вы представляете, это является одним из концептуалов вообще эзотерики. Понимание того, что существует божественная энергия, она как бы многим людям известна. Почему? Доказательства этого всего. Ну, доказательства есть на первой ступени, можно ее пройти и послушать. Я там несколько доказательств того, что эта энергия существует, обычно дают наши идеи. Когда человек говорит, допустим, слова, которые очень часто советуют произносить, допустим, те эзотерики, которые себя называют такими словами, и они говорят: если человек начинает очень долго думать о чем-то, то это у него обязательно исполняется. Это первая ложь, которую вы можете услышать. Этого не бывает. Так как о чем бы вы ни думали и многократно это произносите, допустим, я человек больной. Хожу я с бедром, который у меня скрипит, болит, и там у меня артроз, и все время произношу: у меня здоровое бедро, у меня здоровое бедро. Ну скажите, это же ложь. Оно же у меня нездоровое. Так как если бы оно у меня было здоровое, оно бы у меня не болело, а оно у меня болит.
У вас болел когда-нибудь зуб? Вот когда у вас заболит зуб, начните говорить: у меня не болит зуб, у меня не болит зуб, мой зуб здоров, он абсолютно у меня не болит. Так вот, после этого вы вообще с ума сойдете. Почему? Потому что вы будете обострять внимание на то, что у вас эта боль есть, и она вас будет донимать больше. Почему? Вы будете на нее медитировать, и каждый раз будете обострять внимание, заострять свое внимание именно на этом. Именно поэтому, когда человек говорит себе при больном бедре, он говорит: мое бедро здоровое, оно совершенно здоровое, совершенно не болит, там, я теперь здоровая, то это называется ложью. Наше подсознание фиксирует ложь, вы представляете? И там, где есть ложь, обычно появляется депрессия. Поэтому те люди, которые начинают практиковать такие методы, обманывая сами себя, в дальнейшем испытывают состояние дичайшей просто депрессии. Почему? Я не знаю, каким образом это формируется, но когда человек себя обманывает просто так или обманывает принудительно, специально, у него в дальнейшем появляется депрессия. Это еще что такое? Ощущение тупика. Это когда человек во что-то уперся и дальше хода нет. Почему? Я как бы размышляю с позиции Бога. Я говорю божественным таким, наверное, как бы я, если бы я был Бога, чего, к сожалению или к радости никогда не произойдет, то это выглядело бы так. Зачем тебе давать здоровое бедро, если ты считаешь, что оно у тебя здоровое? Ведь ты же говоришь: оно у меня здоровое. То есть, если бы можно было определить: ой, вот человек, у него больное бедро, может ему помочь? Нет, зачем ему помогать? Он ходит и бубнит: у меня бедро здоровое, у меня бедро здоровое. Точно так же с имуществом, знаете, там, представь, у тебя яхта, у меня яхта, у меня яхта. Тогда зачем тебе давать яхту, если ты веришь, что оно у тебя есть? Это самоуспокоение тогда получается. Тогда подсознание, оно будет понимать, что эта яхта есть. Тогда зачем стремиться к тому, чтобы эта яхта появилась, если она уже есть? Тогда зачем ее давать человеку? Тогда как же это работает? Оно правда работает, но здесь есть слова. Эти слова такие: скоро у меня будет яхта. Это я создал цифру 1, и после этого я это создал в виде веры. Почему? Как это произойдет? Неважно. Я верю в Бога, и, скорее всего, теперь это его проблема. И после этого на протяжении дня я стараюсь всеми силами не обращать внимания на то, что это было или это меня беспокоило. Почему? Ощущение игнорирования и ощущение необращения на это внимание обозначает цифру 0. Таким образом, почему? Дело в том, что люди, к сожалению, это обвинения такие человечеству, чего я делать не хочу. Люди идеальны, конечно, потому что они созданы по образу и подобию Божьему. Тем не менее, люди, они так запутались в своем человеческом ресурсе, что они считают, что они все знают, они считают, что они все могут, они считают, что они ко всему могут прийти. И они забывают, что с испокон века существовало такое понятие, которое называлось вера. Каким образом формируется вера? Допустим, человек говорит: я хочу отомстить этому человеку. Или говорит: я заберу у этого человека. А после этого элемент веры звучит так: есть Бог, пускай Бог решает, как должно быть. Таким образом, человек переносит со своих плеч тяжесть своей жизни на плечи божественной энергии. Божественная энергия – это вентилятор, который притягивает людей, которые возлагают надежду на эту энергию. Не нужно наказывать обидчиков, не нужно воспитывать детей сильно, не нужно словами «скоро», допустим, человек просыпается утром и говорит: мне нечем заплатить за квартиру. Он говорит: ну ничего, скоро я заплачу за квартиру. Мозг в этот момент начинает кричать: ты что, идиот, как же ты можешь заплатить за квартиру? И в этот момент человек возлагает надежды и включает веру. Он говорит: я не знаю. И после этого не просит. Почему? С чего это люди решили, что эта энергия, она может по просьбе что-то для человека делать? Вы должны понять, божественная энергия – это закон. Это закон, аксиома, это элемент закона. Когда человек решает математическую формулу сложную, то он применяет в ходе решения определенные законы. Они существуют. Бог – это закон. Когда человек возлагает надежду, то он возлагает надежду на неписанный закон. И тогда этот закон с ним работает.
Это как у бандитов, знаете, они закону не доверяют и закон игнорируют, их за это наказывают. А возможно, их никто не обучал знать этот закон, но это же не лишило их, или там, не, их все равно наказали, они все равно ответственность получили. Точно так же и здесь существует определенный закон. Этот закон заключается в том, что человек должен верить. Допустим, человек относится ко мне плохо. Вот у меня сегодня такая ситуация в жизни была. Я увидел, как человек относится ко мне плохо. Ну, в очередной раз, знаете. Но при этом я этому человеку никогда ничего не скажу. Никогда никто не узнает. Я просто это увидел. При этом из-за того, что это произошло, мне хотелось сказать этому человеку. Но я помню о том, что путь духовный, он сложный, он не может быть легким. Почему? Потому что вот такой путь игнорирования или путь вот такой внутренней адвайты, он чрезвычайно сложен. Почему? Потому что быть добрым может каждый. Потому что каждому свойственно быть добрым. А вот не проявлять зла или не делать зла добрым людям, это очень сложный путь. Очень сложно не нахамить, очень сложно не наругаться, очень сложно не критиковать, очень сложно не воспитывать, очень сложно не навязывать свои идеи другим людям. Все это очень сложно сделать. И это есть высокодуховный путь, вы представляете? Конечно же, когда человек начинает или выбирает такой путь, вот как я это сделал, мне хотелось сказать, но выбирая высокодуховный путь, я этого не скажу. Почему? Есть божественная энергия, я возлагаю на нее надежды. Пусть она решает все в моей жизни. Пусть она решает, нужен этот человек, не нужен этот человек. Точно так же я и живу. Когда у меня появляется что-то или что-то возникает в моей жизни, то это возникает таким образом. Это возникает там, от того, что я периодически говорю, скоро у меня будет это, или скоро у меня получится это, или скоро я выздоровлю. Но на протяжении дня я стараюсь об этом больше не думать. Почему? Это правило 10 или правило единицы и 0. В тот момент, когда ты начинаешь думать об этом, это у тебя не исполнится. А в тот момент, когда ты игнорируешь и переключаешься, в этот момент исполняется. Вы понимаете? В этот момент и исполняется. Люди говорят, люди так далеко ушли от Бога, что когда они воспитывают своих детей, то эти дети, они могут быть неподдерживаемыми родителями своими. И человек начинает ругаться на ребенка, обижаться на мужа. Не стоит этого делать. В этом случае вера может помочь. В этом случае нужно сказать, мне эта энергия поможет справиться с этим всем. Скоро все получится. Эта энергия виднее. Когда это все перекладывается на плечи этой энергии, человек становится ближе к Богу. Люди хотят паранормальных способностей. Друзья мои, вот таким путем очень легко прийти к любым паранормальным способностям. Конечно же, когда человек начинает там, молиться, во что-то верит и так далее, я не считаю, что это может привести его к доброте. Объясню почему. Ну, как-то 2000 лет, и за 2000 лет как было, так все и происходит. Знаете, 2000 лет огромное количество людей молятся, 2000 лет огромное количество людей без конца там обучаются, 2000 лет люди развиваются, цивилизация каким-то образом изменяется, но никто не истребил злость, никто не истребил критику, никто не истребил ненависть, знаете, никто не истребил эти все качества. Тогда можно ли сказать, что это борьба добра со злом? Нет, это в добре появляющееся зло. Оно появляется в каждом человеке. И человек вправе просто проявить его, потому что его научило человечество. Или игнорировать, что будет путем, который будет ближе к божественной энергии. Когда человек начинает изучать эзотерику, то он начинает прикасаться к тому, что называется магия. А это еще что такое? Когда человек прикасается к эзотерике и у него исполняется это мгновенно, это в дальнейшем говорит ему о том, что он близок к той энергии, которая называется Бог. Когда человек говорит, я сам это сделаю, я сам смогу, я сам умный, я сам решу, то тогда он сам не решит. Почему? Мы слишком мелки для того, чтобы быть такими сильными. А когда человек говорит, ну ничего страшного, у меня все равно получится, а кто тебе поможет? Неважно, у меня есть более могущественные друзья. Пусть эта энергия решит. Это называется вера, надежда. Правильно. Конечно же, хочется сказать о любви еще.